Всем привет, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры GTA 4. Сегодня расскажу про Михаила Фаустина. Михаил Фаустин. Основной персонаж в GTA 4. Основатель и бывший лидер одной из крупнейших ячеек русской мафии в Либерти-Сити. Вспыльчив и груб, что обусловлено его алкогольной героиновой зависимостью. Под своим контролем держит КБР-клуб «Перестройка» в Хоуи-Бич. Михаил Фаустин родился в 1963 году в СССР. Он встретился со своим братом на всю жизнь, Дмитрием Расколовым, во время службы на флоте, в период Холодной войны, еще в 1987 году. Позже они были сокамерниками в сибирском лагере. Михаил имеет татуировку на ладонях своих рук, которая символизирует, что он с Дмитрием братья на всю жизнь, по словам Михаила. Также, по его рассказам, он защитил Дмитрия от изнасилования в тюрьме, о чем он будет иногда напоминать ему к вине в его следующей промашке. В 1988 году, когда Михаилу было 25 лет, у него родилась дочь Анна от его будущей жены Елены, которой на тот момент было только 18 лет. Дмитрий также говорил относительно Михаила. У него был строгий характер, но он был справедлив. После того, как Холодная война закончилась, а Советский Союз распался в 1991 году, они продавали наркотики туристам на Красной площади. В середине 90-х годов Михаил воспользовался лазейкой в иммиграционном законодательстве, чтобы попасть в США, и вскоре приобрел Хоуи-Бич вместе с семьей и Дмитрием. Он жил в Либерти-Сити, занимался преступной жизнью. В 1998 году, когда его арестовали за вымогательство, Михаил построил преступное предприятие, базируемое в Хоуи-Бич и составленное из нескольких инвестиций: КБР-бар, перестройка, продажа кокаина, порнография, кража товаров, за которым был арестован в 2002 году и прочее. Эта жизнь предоставила ему шикарные возможности: большой дом, 2 престижных автомобиля и возможность воспитать дочь американским способом высшего сословия. Михаил начал злоупотреблять кокаином и алкоголем, вероятно, с 2005 года, когда он был арестован за продажу кокаина, в то время как Елена и Дмитрий привыкли к новой индивидуальности Михаила. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Прямо сейчас на Boosty активны зимние скидки. Вы сможете увидеть фейлы, моменты с прохождений, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Со слов Дмитрия Расколова и жены Михаила, Елены, Михаил раньше был спокойным, расчетливым, сдержанным, а также верным мужем и отцом. Однако в какой-то момент Михаил пристрастился к наркотическим веществам и к различным препаратам, и которые постепенно рушили его психику, разум и даже личность, в результате чего Михаил стал вспыльчивым, агрессивным, злым и жестоким. После смерти Фаустина его номер в телефоне Ника пропадет не сразу, а лишь спустя несколько заданий в Бохане. Его любимая радиостанция Владивосток ФМ. Михаил Фаустин, второй из работодателей Ника, которых он убивает, первый Влад. Если позвонить Фаустину после его смерти, то в ответе будет голосовое сообщение от его жены Елены, в котором она говорит, что Фаустин умер, и ради уважения к себе и Анне просит не тревожить его семью. Михаил также упоминается в The Lost Demot. Возможно, Михаил — единственный персонаж русской мафии, если бы не события миссии Мастер и Молотов, который мог бы относиться к Нику Беллику невраждебно, так как он простил его за убийство своего человека и даже обеспечил работой.
В миссии «Мастер и Молотов», когда Ника Белик будет преследовать Михаила на улице, Фаустин скажет: «Дмитрий тебе кинет, увидишь». Эти слова, по сути, станут пророческими. Его рост составляет около 180 сантиметров, 5 футов 11 дюймов, а вес 79 килограмм, 175 футов. Он очень похож на Дуэйна Форджа из той же игры, так как оба они криминальные авторитеты, которые хотят свергнуть членов собственных банд. У них обеих очень мало преданных людей, однако убить Михаила обязательно, а убить Дуэйна нет, и Дуэйн немного вежливее Михаила. Если игрок зайдет за дом Михаила, то увидит две кровавые дорожки, ведущие внутрь. Возможно, эти кровавые следы оставил Ника и Роман, когда их похитили, или другие жертвы Михаила, когда он еще были жив. Помимо татуировок, заметных на верхней части груди и ладонях, у Фаустина есть шрамы на обеих сторонах лица. На игровом арте GTA 4 Фаустин изображен в черном куртке поверх красной рубашки, хотя в игре он никогда не появляется в такой одежде. В вступительном сцене конечного пункта назначения Фаустин одет в бежевую куртку и белую рубашку. Фаустин может быть визуально вдохновлен Кивловым, предыдущим главным героем первой GTA. Имя Фаустина могло быть взято у Михаила Горбачева, последнего лидера Советского Союза. Он также был тем лидером, который ввел в СССР экономические реформы или перестройку. Перестройка — это то же самое, что и название КБР-клуба Фаустина. Согласно российской криминальной иерархии, его можно назвать паханом, так как он криминальный авторитет, у которого есть собственная независимая семья. Когда вы загоните Фаустина в угол на крыше клуба в Мастере и Молотове, он бросит свой пистолет и пулемет и побежит, но если вы ударите его, он вытащит пистолет и попытается вас убить. Иногда можно увидеть, как Михаил пытается встать в Мастере и Молотове и корчится от боли после сцены казни. Крик, который издает Михаил, когда падает в Мастере и Маргарите, принадлежит не ему, а заранее озвучиваемому пешеходу. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. И на этом история про Михаила Фаустина из игры GTA 4 подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте о плане действий, которые видите прямо на ваших экранах, а именно лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Paymaker.